Всем привет, вы на канале Bodybuilding Russia. Сегодня у нас долгожданный обзор, долго мы его делали по некоторым причинам. Mutant Mass, это у нас гейнер от канадской компании Mutant. На самом деле компания называется у нас не Mutant, а Fit Foods. Ну, так сказать, российский дистрибьютор, когда привез эту марку в Россию, представлял ее как Mutant, поэтому она у нас и закрепилась по этому названию. Итак, Mutant Mass, погнали. Значит, вот так вот у нас выглядит порошок. Допили мы его почти полностью, сдавали на анализ. Загвоздка как раз произошла с тем, что первый раз сдали его на анализ два продукта, то есть вместе с Мутантом еще один продукт. И получились плюс-минус одинаковые анализы. Хотя анализы должны были отличаться, поэтому закрались некоторые сомнения. Именно поэтому его пересдавали повторно на анализ. О результатах скажу чуть позже. Итак, здесь у нас, значит, написаны, ну, как обычно, маркетинговые надписи, говорящие о том, сколько чего здесь содержится. На это не обращайте внимания, потому что здесь написано на определенное количество мерных ложек. Был вкус ванильный крем. Здесь особенно радует вот эта вот надпись, что производитель нам с радостью сообщает, что он производит это все на своем заводе. И каждая партия гарантируется путем тестирования. Это очень важная надпись. Дело в том, что у нас как раз именно эта проблема российских производителей, что они не тестируют не то что каждую партию, они вряд ли тестируют у нас и сырье, которое к ним поступает. Поэтому у российского производителя от партии к партии бывают проблемы. То есть даже те продукты, которые мы проверили, потом люди пишут, что они не работают. Именно как раз поэтому и не работают, потому что ничего не тестируется. Здесь же производитель заявляет, что он тестирует не то что сырье, а каждую партию перед выходом. Итак, значит, погнали по самому продукту. Очень информативная этикетка, люблю такие. Все прям конкретно расписано от и до, что содержится, куда, зачем и почему. Значит, здесь мы видим, что продукт произведен именно в Канаде, что очень радует. Не где-то непонятно, а именно канадский настоящий продукт. Здесь написано, что завод у нас функционирует с 2005 года, то есть давно производится. Ну, здесь, собственно, описание, как, чего и сколько принимать. Итак, значит, по самому продукту. Принимать его можно по-разному. На этот счет будет отдельный ролик, потому что очень много запросов по поводу того, как принимать Mutant Mass и, в принципе, как принимать гейнер. Мы это все совместим. Буквально через пару дней после этого ролика выйдет ролик, как принимать Mutant Mass и, в принципе, гейнеры. Не будем сейчас на этом зацикливаться, потому что это нужно отдельно объяснять. Значит, чем у нас характерен этот продукт? Многие очень спрашивают, посоветуйте гейнер на сложных углеводах. На сложных это тот, который не приводит к росту жировой массы, а приводит именно к росту мышечной массы. Так вот, это у нас как раз тот самый гейнер. Сейчас мы посмотрим с вами состав и в этом убедимся. Итак, по составу у нас идет, значит, на первом месте смесь углеводов. И здесь несколько углеводов. Значит, первое, что идет, это у нас крахмал восковой кукурузы. Вот он, Voxy Maize Starch. Это у нас сложный углевод, который усваивается очень долго. Дальше идет, конечно, мальтодекстрин, который дешевенький и добавляют его везде. Но те, кто смотрит наши ролики, в курсе, что иностранцы на первых местах ставят именно те ингредиенты, которые, ну, то есть ингредиенты в порядке убывания. То есть то, что на первом месте, того больше всего и добавлено. То есть здесь сложный углевод на первом месте. Дальше идет мальтодекстрин, и дальше идут еще несколько сложных углеводов. Значит, барли старч — это у нас ячменный крахмал, sweet potato — это у нас так называемый сладкий картофель, или по-другому это у нас батат. И дальше идет овсяные хлопья. Вот они, всем известный нам Геркулес, все мы его пробовали, родители нам его пихали в детстве как полезная еда, скажем так, полезный перекус. Все знают, что такое у нас Геркулес, это сложные углеводы. Дальше у него идет Mutant Mass Pro Matrix, это у него матрица из протеинов. Здесь на первом месте концентрат сывороточного протеина, всем нам известный КСБ. На втором месте идет гидролизация сывороточного протеина. Далее идет изоляция сывороточного протеина, то есть очень хорошие источники белка. Дальше идет мицеллярный казеин. Это очень хорошо, то есть получается, употребляя этот протеин, вы можете рассчитывать на
как быстрое усвоение белка, так и медленное. Дальше идет молочный, концентрат молочного протеина, это тоже медленный белок, он близкий к казеину. И изолят молочного протеина, то же самое медленный белок. То есть получается в составе быстрые и медленные белки, это очень хорошо для гейнера. Дальше идет смесь полезных жиров, это вообще супер классно, позволяет, эта смесь полезных жиров также позволяет не пускать, скажем так, лишние углеводы в образование жира. И далее, что еще очень важно, дальше идут натуральные искусственные ароматизаторы, там эмульгаторы и так далее. Но здесь содержится смесь энзимов лактаза и протеаза. Лактаза позволяет нам не обкакаться после молочка, а протеаза позволяет нам не пукать после употребления белка. Это именно два пищеварительных фермента, которые позволяют беспроблемно принимать этот продукт тем людям, у которых проблемы с приемом протеина. И здесь самое главное из подсластителей используется сукралоза, один из самых качественных и дорогих подсластителей. И никакого аспартама калия. Хотя он тоже, в принципе, тоже является у нас как бы безопасным, но некоторые ученые говорят, что все-таки не рекомендуют его употреблять. Так вот, сукралоза у нас полностью безопасная. И, кстати, для тех, кто у нас испытывает проблемы с аллергией, с различной, здесь, в отличие от тех же других гейнеров, которые содержат там, могут содержать остатки орехов, там, сельдерея, сои, бобов, рыбы, еще чего-то так далее и тому подобное. Здесь они пишут, что производится на производстве, где также производится пшеница и рыба. То есть минимальное количество аллергенов возможно встретить в этом гейнере. Значит, что здесь у нас получается по составу? 4 мерных ложки, 280 грамм. Мерную ложку мы проверяли буквально дня 2 назад у нас. Дня 2-3 назад до этого ролика вышел ролик, где мы проверяем мерную ложку. Все четко, одна мерная ложка, 70 грамм протеина. Поэтому, 70 грамм порошка. То есть здесь все соответствует. Посмотрите, там видно, сколько нужно накладывать, чтобы все соответствовало. На 4 мерных ложках 1100 калорий. Из 1100 калорий у нас присутствует 56. При этих 1100 калориях у нас присутствует 56 грамм белка. Значит, сахара 18 грамм и 192 грамма углеводов. На самом деле сахара очень мало, если вы сравните с тем же Sirius массом, в котором на первом месте вообще мальтодекстрин, который вызывает рост жировой массы. И сахара там будет, я думаю, раза в 2-3 больше. То есть, понимаете, да, уровень этого гейнера намного превосходит тот же Sirius Mass от Optimum Nutrition. Значит, далее. Теперь переходим к самому главному, к анализу на белок. Здесь у нас производитель прям сам указывает, что на 100 грамм содержится протеина 20 грамм. Ну что же, первый анализ у нас показал, вот он у нас, все знают, что мы сдаем в гослабораторию при Роспотребнадзоре. Значит, так, вот он у нас мутант масс. И смотрим анализ. Производитель заверяет 20%, по анализу получилось 16,9. Собственно говоря, его пересдавали еще раз. Вот второй протокол, который мы получили. Чисто он уже на мутант масс. Тот был на несколько продуктов. Здесь чисто мутант масс у нас. Канада. Все так же. И второй раз контрольный у нас получилось 20%. Это производитель. Получилось 16,4. То есть 16,4 грамма содержится в 100. 16,4 грамма белка содержится в 100 граммах порошка. Производитель заверяет, что 20 грамм. Соответственно, когда мы отправили моему коллеге на канал Алхимия этот гейнер, так сказать, с целью контроля проверить лабораторию и заодно получить еще один независимый анализ. Ссылка, кстати, на его анализ в описании к этому ролику. Можете перейти к нему на канал, посмотреть, как он делал анализ. Соответственно, если есть какие-то вопросы по анализу, спросить у него. У него получилось 17%. То есть, получается, у нашей лаборатории 16,4, 16,9, у него там 17 с копейками. То есть, плюс-минус, все нормально. Получается погрешность с производителем 3%. Ну, например, если смотреть тот же Golden Way от Макслера, то там Макслер заявлял 75, а получилось 69. То есть погрешность 5-6%. Здесь погрешность всего лишь 3%. Ну, соответственно, это говорит о высоком качестве. Вот так. Поэтому получается по белку здесь все нормально.
переходите на канал Алхимия, смотрите, как производился анализ. Далее, значит, что еще хочу сказать по поводу употребления, значит, самого гейнера. Допили все полностью, никаких проблем ни с пищеварением, ни с газообразованием, ни с чем. Отдельно стоит отметить вкус. Это просто что-то с чем-то. Вкус просто нереально классный. Конечно, нашим производителям до таких вкусов далеко. Дело в том, что все иностранные производители, они не борются за количество белка и за то, чтобы, например, было все четко в соответствии с составом. Там и так это уже априори предполагается, что то, что написано на этикетке, то и в составе. Все они борются за вкусовые предпочтения. Именно по вкусу в основном выбирают иностранцы, чтобы был классный вкус. Наши производители борются за то, чтобы этикетка соответствовала, чтобы вас не накололи, а на вкусы внимания не обращают и, так сказать, удешевляют. У иностранцев все наоборот. У них с этикеткой все нормально и не предполагается, что производитель вас может наколоть. А вот вкусы для них на первом месте. Поэтому кто делает лучший вкус, у того больше и покупают. Соответственно, над вкусом здесь поработано отлично. Вкус просто идеальный. Значит, по его смешиванию производитель рекомендует 750 тысяч миллилитров, то есть, представляете, 1 литр. Ну, собственно говоря, я мешал 4 мерные ложки приблизительно в 400-500 миллилитрах воды. Нормально размешивается. Ну, вообще, количество жидкости значения не имеет, поэтому вы можете легко жидкость варьировать. Больше, меньше, в зависимости от того, как вам нравится. Более жидкий или более густой напиток. Ну, соответственно, мешать его также можно с водой, с молоком и так далее, с чем хотите. Итого, что у нас получается по этому гейнеру? Значит, гейнер превосходный, прекрасный, со вкусом, все отлично. По проверке состава все хорошо у него. Дальше здесь смесь углеводов быстрых с медленными, маленькое количество сахара для гейнера. Здесь смесь белка быстрого и медленного, плюс здесь еще пищеварительные ферменты. Поэтому состав у него просто классный, особенно учитывая, что цена на него ниже, чем тот же Sirius Mask, который намного хуже по составу. Поэтому этот гейнер я рекомендую, крайне рекомендую, как раз для тех, кто спрашивал гейнер на сложных, на медленных углеводах, которые не позволяют набрать жировую массу. Вот это он и есть. Спокойно берите, по акциям его можно очень хорошо купить. Я буквально вот эту вот упаковочку видел за 290, по-моему. Я вроде купил ее чуть подороже, но недавно видел ее за 290. Это маленькая упаковка, у нас 2,27 килограмма. Поэтому по итогу продукт рекомендуется. Если остались вопросы, задавайте в комментариях по анализу. Все вопросы на канал Алхимия. Все, всем до встречи, пока.